Привет, это майор в отставке. Друзья, сегодня хотел бы сказать пару слов о прошедшем в эту пятницу на Аляске, так называемом саммите между двумя людьми. Ну как людьми, одного человека можно назвать человеком, а вот второго вряд ли так можно назвать. То есть между президентом США Дональдом Трампом и вором, убийцей, военным преступником, короче маньяком по фамилии Путин. Оба и Путин, и Трамп прилетели на Аляску на своих самолетах. Путин, как всегда, опоздал, так как он это любит. Ну а Трамп спокойно, послушно ждал его в своем самолете, сидя у окна и смотрел, когда его друг Владимир приземлится и начнет выползать из своего самолета. К сожалению, это обидно. Самолет с Путиным спокойно, без происшествий долетел и приземлился. То есть не нашлось того героя с ПЗРК, который бы раз и навсегда решил эту самую большую проблему для всего человечества. Нет, к сожалению, этого не произошло. Но что самое интересное. Как вы обратили внимание, Путина встречали у трапа с красной ковровой дорожкой. То есть его встречают не как убийцу и военного преступника, который виновен в смертях сотнях тысяч человек, а как какого-то героя, как друга, как большого друга для США. И что более интересно, Трамп, когда вышел из самолета и стал встречать своего друга Владимира, он ему аплодировал. Так, как будто он аплодирует герою какому-то, не знаю, друзья они там не друзья, но аплодировать человеку, который убивает людей, на руках которого кровь многих сотен тысяч человек, детей, женщин, стариков и так далее. Встречать его таким образом, это, мягко говоря, неправильно. Я думаю, что Трампу это еще припомнят его же соратники, его же, я думаю, избиратели и так далее. И у него, скорее всего, будут потом из-за этого большие проблемы. Недаром, кстати, Белый дом из официального видео вырезал этот момент, когда Трамп аплодирует диктатору Путину. Единственные, кто повели себя правильно на этой военной базе в Анкоридже, это были американские журналисты, которые прямо спросили у ватного фюрера, когда ты перестанешь убивать в Украине. На что тот сделал вид, что не понимает, не слышит. Короче, прикинулся полным идиотом. Путин не был в США уже 10 лет, то есть последний раз он туда приезжал в 2015 году, когда участвовал в Ассамблее ООН. Именно тогда он выступал с трибуны ООН и говорил какие-то там непонятные свои мысли. И все, и после этого он не появлялся на территории США. И вот теперь спустя 10 лет он снова появляется, приезжает, и его ноги вновь ступают на американскую землю. Кто от этого выиграл, от этого саммита? Ну, смотрите, на мой взгляд, по моему мнению, Украина точно от этого не выиграла. Для того, чтобы понять, кто Путин или Трамп все-таки выигрыши, давайте разберем, какие цели кто преследовал. Главная цель Путина, на мой взгляд, это сделать красивую картинку, чтобы пропаганда поработала и показала российскому обществу, также показала мировому сообществу, что смотрите, Путин, несмотря на все то, что он сделал, несмотря на то, что про него все говорят, какой он плохой и так далее, он не боится, он вылезает из своего бункера, из Кремля, садится в самолет и прилетает на другую часть планеты, можно сказать, для того, чтобы встретиться с тем, кого пропаганда в России называет своим главным врагом, с Соединенными Штатами в лице Трампа, лицом к лицу, ничего не боясь. Такая картинка получилась, и действительно Путину удалось этого добиться. Пропаганда российская это уже смакует, рассказывает и показывает по всем телевизорам и утюгам. Вот. То есть ему это удалось. Далее, вторая цель у него была, но это не основная, а вторичная цель, это не допустить Зеленского на этот саммит, чтобы он не разговаривал напрямую с президентом Украины, поскольку, как вы знаете, Путин никогда за всю свою жизнь, за все свое время нахождения у власти в России, власть, которую он узурпировал, он ни разу не участвовал в дебатах со своими оппонентами. Ни с политическими, ни с другими. Вместо этого Путин всегда предпочитал каким-то образом устранять своих оппонентов. Борис Немцов, Алексей Навальный убиты, потому что они были его реальными политическими оппонентами. В случае прямых дебатов, прямых дискуссий с своими оппонентами, как политическими, так и другими, без бумажки, без заранее подготовленных вопросов и ответов на них, Путин будет выглядеть слабо, невзрачно и жалко. И на фоне Зеленского, который, на мой взгляд, является, в отличие от Путина, настоящим политиком, Путин будет выглядеть ничтожеством. То есть без бумажки он какашка, как говорится, а с бумажкой, я бы не сказал, что человек, ну ладно, пускай будет человек. Еще одна цель Путина – это вывести Трампа на разговор для того, чтобы потянуть время, для того, чтобы накормить его в очередной раз такой жирной, мясистой, увесистой порцией завтрака. И ему это удалось. Судя по всему, на Аляске Путин хорошо накормил Трампа завтраками,
Поскольку мы видим, что Трамп забыл про свои ультиматумы, которые он давал. Последний ультиматум был 10 дней, и он закончился 8 августа. И никаких действий со стороны Трампа против России как агрессора после этого не последовало. То есть Путину этого удалось сделать, он отсрочил этот ультиматум и так далее. Короче, получается какой-то день сурка, в котором Трамп играет свою главную роль. И для чего Путину это вообще надо? Путину нужно тянуть время, чтобы, во-первых, не было новых санкций, а санкции все-таки ему делают больно, несмотря на то, что говорит он, говорит его пропаганда, и все те, кто его поддерживает, санкции все-таки причиняют большие проблемы для его армии. И, во-вторых, ему нужно потянуть время, чтобы дать передохнуть своей армии, чтобы накопить силы, накопить снаряды, накопить дроны, накопить ракеты и так далее, для того, чтобы нанести потом еще один мощный удар. Ну, а цели Трампа более-менее прозрачны и понятны. Если верить тому, что он говорил до саммита, во время саммита и после саммита, он хочет побыстрее закончить эту войну, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Он прямо грезит о ней, чтобы показать своим избирателям, своим сторонникам, своей команде, что смотрите, какой я сильный, мощный лидер. Я прекратил все войны на земле, особенно эту в Украине. Вот, он обещал давно это, правда, обещал он это сделать за 24 часа, а прошло уже несколько месяцев, уже больше, чем полгода, но война все так и идет. Позиция тут следующая. Путин выдвинул ряд требований Трампу, ну точнее не Трампу, а через Трампа, Украине и Западу в целом. Он хочет весь Донбасс целиком, хочет, чтобы Крым признали российским, хочет, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, хочет, чтобы русский язык имел статус официального в Украине, ну а также, чтобы Русская Православная Церковь свободно работала и находилась на территории Украины. Но также он хочет частичное снятие санкций. Это то, что он хочет. В обмен он предлагает обменять на это захваченные им украинские же земли. Якобы он пытается дать понять, что он взамен на это выведет войска из Харьковской и Сумской области. Ну, то есть, как и говорили некоторые эксперты, получается обмен украинских территорий на украинские же. То есть он захватил украинские территории, теперь хочет обменять захваченные же им чужие территории. То есть это какой-то бред. Такие мифические какие-то уступки, на которые Украина точно не пойдет, и Зеленский об этом уже говорил. Ну, из того, что сказал Трамп, мы видим, что его позиция заключается в том, что, на мой взгляд, он собирается все-таки оказывать давление на Зеленского, на Украину. Он, получается, верит тому, что говорит ватный-фюрер, идет у него на поводу. И я думаю, что завтра, в понедельник, когда он будет разговаривать с Зеленским в овальном кабинете, он вновь, как это было в начале года, начнет давить на Зеленского и говорить, чтобы он шел на территориальные уступки агрессору. Я думаю, что это может превратиться завтра все в скандал в овальном кабинете номер 2. То есть это такой фильм, можно сказать. Первая часть была в начале этого года, когда Трамп и Венс публично давили на Зеленского, говорили о каких-то картах. Ну и завтра, я думаю, Трамп начнет швыряться какими-то путинскими козырями и говорить Зеленскому вновь, что у него нету карт. Ну то есть это получится очень цинично, некрасиво и подло. Как вы знаете, одни из последних слов Трампа были о том, что теперь все зависит от Зеленского. То есть он, на мой взгляд, ясно дает понять, намекает на то, что завтра будет оказывать давление на Зеленского с целью того, чтобы он принял условия Путина, то есть условия фактически капитуляции. Но вряд ли Зеленский на это пойдет, и я думаю, возможно, будет принято какое-то другое завтра решение. Ну, либо будет опять оказываться давление, будет скандал, в общем, все как в начале года. В общем, завтра посмотрим. Трамп действует как какой-то Чемберлен на стероидах, но только если в прошлом веке Чемберлену удалось чего-то добиться, он добился уступок ценой территорий, то есть страны пошли на уступки Гитлеру, то сейчас Трампу этого не удается уже на протяжении долгих месяцев. Но в любом случае Чемберлен нервно покуривает в сторонке. И Зеленский вряд ли согласится на это, он вряд ли пойдет на такое давление, потому что в Украине есть своя конституция, в которой закреплены украинские территории, которые сейчас находятся под оккупацией России. И просто так сказать, ну ладно, давайте мы меняем наши территории на мир. Никто этого не сделает, потому что это будет политическим и юридическим приговором для самого Зеленского. И он это точно не пойдет. Могут, конечно, я думаю, что сделать? Могут заморозить линию фронта там, где это есть, и закончить на этом войну. То есть, официально признавать территории, на которых находится сейчас российская армия, признавать их российскими и передавать их России и Путину, это делать никто не будет.
Также Трамп анонсировал, что в следующую пятницу должна пройти трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским. Но мое мнение такое, что Путин, скорее всего, избежит этой встречи, он не захочет встречаться с Зеленским, он найдет для этого повод, либо создаст такой повод, чтобы не разговаривать с Зеленским. Потому что, как я уже говорил, Путин не пойдет на прямые дебаты с тем, кто сильнее и харизматичней него. Итак, отвечая на вопрос о том, кто же все-таки выиграл от данного саммита, можно сказать смело, что выиграл тут один только Путин. Ему удалось легитимизировать себя с помощью данного саммита, ему удалось показать российскому обществу и мировому сообществу, что он якобы вышел из изоляции, что он якобы не боится летать по всему миру, несмотря на ордер МУС, и встречаться с такими лидерами, как Трамп. Ему удалось накормить Трампа очередным завтраком, то есть отсрочить время ультиматума, если вообще не отменить его. Ну а также ему, на мой взгляд, удалось посеять еще одно зерно раздора между Трампом, то есть США, и Украиной. И, возможно, из-за этого Трамп в ближайшее время, если на следующей неделе ничего не получится с Зеленским и с другими лидерами, то Трамп, возможно, вообще зарубит всякую военную и финансовую помощь со стороны США Украине. В общем, будем смотреть, будем наблюдать. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь на этот канал. Всем удачи, всем пока.